Вы когда-нибудь ели фрукты, думая, что они полезны, а потом осознавали, что они могут нанести вред вашему организму? Вы не одиноки. 65% пожилых людей неосознанно потребляют фрукты, которые могут быть опасны для их здоровья. Особенно если они принимают лекарства или борются с такими заболеваниями, как диабет, заболевания почек или проблемы с сердцем. Возьмем, например, Марту, энергичную 72-летнюю женщину, которая никогда не подозревала, что ее ежедневная ваза с фруктами может привести ее в отделение неотложной помощи с сильным учащенным сердцебиением. Но это произошло. Правда в том, что фрукты, которые кажутся совершенно безопасными, могут представлять серьезную опасность по мере того, как мы стареем. В сегодняшнем видео я расскажу о 6 опасных фруктах, которые пожилые люди никогда не должны есть, и о том, почему даже небольшие их количества могут поставить под угрозу ваше здоровье. Оставайтесь со мной до конца, потому что то, что вы узнаете сегодня, может помочь вам избежать опасных для жизни осложнений. Сообщите мне в комментариях, откуда вы смотрите, и не забудьте подписаться, чтобы получать больше важных советов по здоровью пожилых людей. Прежде чем мы начнем, я буду признателен, если вам понравится это видео. Вы можете помочь мне продолжать распространять знания о старости. Если вы еще не подписались, рекомендую вам сделать это и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Теперь давайте начнем. Звездчатый фрукт — скрытая опасность. Позвольте мне начать с того, что глубоко волнует меня как врача и человека, увлеченного здоровьем пожилых людей. Звездчатый фрукт с его уникальными дольками в форме звезды и экзотической привлекательностью может показаться безобидным тропическим лакомством. Но это один из самых опасных фруктов, которые вы можете съесть, особенно в пожилом возрасте. Как человек, который работал с пожилыми пациентами в течение многих лет, я видел своими глазами, к каким серьезным последствиям может привести этот фрукт. Особенно он опасен для людей старше 60 лет. Что делает звездчатый фрукт таким тревожным? Дело в его мощном нейротоксине — карбоксиксине, который воздействует на организм. В то время как молодые люди могут более эффективно перерабатывать этот токсин, с возрастом работа почек ухудшается, что подвергает пожилых людей гораздо большему риску. Исследования CDC-Дебби показывают, что каждый третий американец старше 65 лет страдает от той или иной формы снижения функций почек, и многие даже не осознают этого. Для людей с проблемами почек употребление звездчатого фрукта может быть не просто ошибкой в диете, а потенциально опасным для жизни шагом. Звездчатый фрукт представляет особенно высокий риск для пожилых людей, так как даже небольшое его количество может вызвать серьезные неврологические симптомы. Этот токсин поражает нервную систему, что делает его чрезвычайно опасным. Что приводит к таким симптомам, как спутанность сознания, головокружение и даже судороги в особых случаях? Я никогда не забуду опыт Джона из Флориды, который служит мощным напоминанием о том, насколько опасным может быть звездчатый фрукт. В 1972 году Джон был человеком, заботившимся о своем здоровье. Он гордился тем, что выбирал полезную пищу, включая экзотические фрукты, такие как звездчатый фрукт, добавляя их в свои смузи. В течение недели он наслаждался этим фруктом в своих утренних напитках, но вскоре начал испытывать необъяснимое головокружение и спутанность сознания. Его семья срочно отвезла его в отделение неотложной помощи, где врачи провели несколько тестов и быстро обнаружили, что звездчатый фрукт вызвал серьезную нейротоксическую реакцию, усугубленную легким заболеванием почек, о котором Джон до этого момента даже не подозревал. «Я понятия не имел, что звездчатый фрукт может это сделать», — сказал он мне, выздоравливая в больнице. Фонд почек Kidney Foundation давно предупреждает об опасности карамболы для людей с проблемами почек. Даже небольшая порция этого фрукта может вызвать симптомы, начиная от тошноты и рвоты до спутанности сознания, судорог и, в некоторых случаях, комы. Но есть и хорошие альтернативы. Например, персики. Они имеют похожую хрустящую текстуру и умеренную сладость, но без рисков, связанных с карамболой. Питахайя — еще один отличный вариант. Экзотическая, яркая, богатая антиоксидантами и абсолютно безопасная для пожилых людей. Оба этих фрукта широко доступны в продуктовых магазинах и могут быть легко включены в ваш рацион без лишних беспокойств. Виноград — тихий враг сахара в крови.
Давайте поговорим о фрукте, который, вероятно, есть у многих из вас в холодильнике прямо сейчас, о винограде. Эти сладкие, сочные гроздья могут показаться идеальным полезным перекусом, но для пожилых людей они могут быть на удивление вредны. Как специалист в области здравоохранения, который работал с тысячами пожилых людей, я считаю своим долгом предупредить вас о том, почему виноград никогда не должен быть вашим любимым фруктом после 60 лет. Вот что вам нужно знать. Согласно данным Американской диабетической ассоциации, в одной чашке винограда содержится столько же сахара, сколько в 4 кусочках рафинированного сахара. 4. Это значительное количество, особенно для пожилых людей, которые контролируют диабет, преддиабет или просто стараются поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Знаете ли вы, что почти 50% американцев старше 65 лет страдают диабетом или преддиабетом? Это делает содержание сахара в винограде серьезной проблемой. Недавние исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что виноград может вызывать скачки уровня сахара в крови быстрее, чем почти любой другой фрукт, что может привести к опасным осложнениям для пожилых людей. Для тех, кто уже имеет проблемы с сахаром в крови, это может означать нестабильный уровень глюкозы, что приводит к усталости, перепадам настроения и, в худшем случае, к более серьезным последствиям. Позвольте мне поделиться поучительным примером из своей практики. Патрисия, 68-летняя женщина из Чикаго, обратилась ко мне с проблемой, которая недавно у нее развилась. Она решила заменить печенье на полдник миской винограда, думая, что это более полезный выбор. Однако через несколько недель она заметила, что уровень сахара в ее крови стал опасно нестабильным. Это влияло на ее энергию, настроение и даже зрение. «Я понятия не имела, что виноград может так сильно на меня повлиять», призналась она во время повторного приема. Она думала, что делает здоровый выбор, но содержание сахара в винограде оказалось проблемой для ее состояния. Это реальность, с которой сталкиваются многие пожилые люди, когда речь заходит о, казалось бы, безобидных фруктах. Но есть еще один аспект, который нельзя упускать из виду. С возрастом наши глотательные рефлексы естественным образом ослабевают, и это делает нас более восприимчивыми к удушью. Виноград со своей гладкой круглой формой и скользкой кожурой является одной из самых распространенных причин удушья у пожилых людей. Согласно данным Национального совета по безопасности, задушье от винограда составляет поразительные 30% всех подобных случаев. Это серьезная цифра. Часто такая опасность остается незамеченной, пока не становится слишком поздно. Однако это вполне реальный риск, к которому нужно отнестись серьезно. Я не говорю, что вы больше никогда не сможете наслаждаться виноградом, но есть более безопасные альтернативы, которые не вызовут резкого скачка уровня сахара в крови и не создадут риска удушья. Например, свежие ягоды содержат меньше сахара и богаты антиоксидантами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Это отличный вариант, который поможет поддерживать уровень сахара в крови на более стабильном уровне. Дыни, нарезанные небольшими кусочками, еще один освежающий и увлажняющий фрукт, который легче контролировать и который является гораздо более безопасным выбором. Оба этих варианта не только вкусные, но и легко доступны в продуктовых магазинах, часто по той же цене, что и виноград. Если же вам все-таки хочется съесть виноград, вот несколько советов, как минимизировать риск. Разрежьте каждую виноградину на четвертинки и ограничьте порцию до 6 кусочков. Это значительно снижает как риск удушья, так и влияние на уровень сахара в крови. Вы также можете сочетать виноград с источником белка, например, с небольшим кусочком сыра, чтобы замедлить всасывание сахара в кровь. Это простая, но эффективная стратегия, позволяющая контролировать, как виноград влияет на ваше здоровье. Если вы все еще смотрите это видео и находите эти советы полезными, пожалуйста, оставьте комментарий с цифрой 1, чтобы сообщить мне, что вы здесь. Спасибо за ваше драгоценное время. Апельсины — триггер кислотного рефлюкса. Нам всем говорили, что апельсины — отличный источник витамина С и полезны для иммунной системы. Это правда. Однако, как специалист по гериатрии, я считаю важным предупредить вас, почему этот цитрусовый фрукт может быть не лучшим выбором, особенно после 60 лет.
Многие пожилые люди не осознают, что апельсины могут провоцировать сильный кислотный рефлюкс, мешать усвоению важных лекарств и даже наносить вред здоровью зубов. Согласно данным фонда ГЕРБ, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 60% взрослых старше 60 лет страдают кислотным рефлюксом, а цитрусовые, особенно апельсины, являются одними из его главных триггеров. Позвольте мне поделиться реальным примером из моей практики. Маргарет, 70-летняя пациентка из Миннесоты, была уверена, что ежедневное употребление апельсинов укрепляет ее иммунитет. Однако вскоре она обнаружила, что ее утренняя привычка приносит больше вреда, чем пользы. Она начала испытывать болезненный кислотный рефлюкс, который мешал ее сну, и отрицательно сказывался на ее повседневной жизни. «Я всю жизнь ела апельсины, но теперь они вызывают у меня столько дискомфорта», призналась она мне на приеме. Этот случай — лишь один из множества примеров, подчеркивающих скрытые опасности продуктов, которые многие считают безвредными. Но дело не только в рефлюксе. Апельсины также могут мешать усвоению жизненно важных лекарств. В отчете клиники Майо указано, что цитрусовые, включая апельсины, могут взаимодействовать с более чем 50 видами лекарств, которые часто назначают пожилым людям. Среди них препараты для снижения давления, лекарства от холестерина и антидепрессанты. Апельсины — скрытые риски для здоровья. Проблема возникает, когда вы едите апельсины слишком близко к приему лекарств, часто в течение 2 часов. Это может снизить эффективность препаратов, что потенциально подвергает ваше здоровье серьезному риску. Представьте, что вы принимаете лекарства по назначению, но они не работают, потому что всего один невинный утренний апельсин помешал их усвоению. Кроме того, апельсины могут навредить вашей улыбке. С возрастом зубная эмаль естественным образом становится слабее и более уязвимой. Высокое содержание кислоты в апельсинах разрушает защитную эмаль, что приводит к чувствительности зубов, повышенному риску кариеса и раздражению десен. Я встречала многих пожилых пациентов, у которых развились серьезные стоматологические проблемы просто потому, что они не осознавали, как их ежедневный апельсиновый сок разрушает зубы. Но не волнуйтесь, вам не нужно отказываться от витамина С, чтобы оставаться здоровым. Существует множество альтернатив, которые не вызывают тех проблем, что цитрусовые. Например, болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсины, но при этом гораздо мягче для желудка. Киви — еще один отличный вариант, богатый витамином С и полезными антиоксидантами. Практические советы. Если вам необходимо съесть цитрусовые, делайте это в середине дня, минимум через 2 часа после приема лекарств. Разбавляйте апельсиновый сок водой в пропорции 1 к 1, чтобы снизить его кислотность. Избегайте употребления апельсинов натощак, это уменьшит риск кислотного рефлюкса. В долгосрочной перспективе лучше отдавать предпочтение альтернативным источникам витамина С, таким как болгарский перец и киви. Они обеспечат ваш организм питательными веществами без риска для здоровья. Авокадо. Перегрузка жирами и проблемы с лекарствами. Авокадо давно завоевал популярность как суперфуд. Однако я хочу предостеречь пожилых людей. Несмотря на его полезные свойства, этот продукт не так безобиден, как кажется. Он может вызвать неожиданные проблемы, от лишнего веса до взаимодействия с лекарствами. Проблема первая. Высокое содержание калорий авокадо действительно богато полезными жирами, но оно также невероятно калорийно. Один средний плод содержит около 240 калорий, почти столько же, сколько полноценный прием пищи. С возрастом наш метаболизм замедляется, а уровень активности снижается. Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, пожилым людям необходимо меньше калорий, чем в молодости. Однако многие этого не учитывают. Например, мой пациент Роберт, 75 лет, мужчина из Денвера, начал добавлять тост с авокадо в свой ежедневный завтрак, считая это полезной привычкой. Однако всего за 3 месяца он набрал 12 фунтов, около 5,5 килограмма. Это вызвало усиление боли в суставах и снижение уровня энергии. Проблема 2. Взаимодействие с лекарствами. Что еще более тревожно, авокадо может мешать усвоению некоторых лекарств, включая препараты для разжижения крови, лекарства от давления, некоторые антидепрессанты. Для пожилых людей, которые принимают такие препараты на постоянной основе,
Это может быть очень опасно. Что делать? Если вы любите авокадо, соблюдайте умеренность. Половины небольшого плода вполне достаточно. Контролируйте общий баланс калорий в рационе, чтобы избежать набора веса. Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что авокадо не влияет на их эффективность. Авокадо — полезный продукт, но его важно употреблять осознанно. В небольших количествах оно может быть частью сбалансированного питания, но при злоупотреблении может нанести вред здоровью.